Моста в Крыму больше нет. Z-блогеры паникуют пуще прежнего. Россиян призвали бежать из Крыма. Глава Кремля отомстил Закабаеву. Личный враг Путина устранен. Смерть при странных обстоятельствах. Окружение войск отменяется. Ситуация резко изменилась. ВСУ отбивают Константиновку. В США заговорили о вторжении в страны Балтии. Трамп призвал Зеленского усилить атаки по России. Не прошло и недели. Путин впервые высказался об атаке на Москву. Вы должны это услышать. Об этих и других событиях к утру среды 24 июня. Среда, середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это «Нехта» в студии. Олесь Корниенко. Первый пошел именно так. В силах специальных операций Украины прокомментировали новую атаку по объектам в оккупированном Крыму. По данным украинских военных, полностью разрушена первая переправа, соединяющая аннексированный полуостров с другими оккупированными территориями. Речь идет о железнодорожном мосте через Северо-Крымский канал. Его использовали для переброски техники, боеприпасов и снабжения российских войск на юге Украины. Подробности операции пока не раскрываются, однако сам факт уничтожения такого объекта может серьезно осложнить логистику оккупантов. ВСУ уже несколько недель бьют и по другим переправам, нанося им серьезные повреждения, но полностью вывести мост из строя удалось впервые. И в стане захватчиков, похоже, начали догадываться, что происходит. Настало время сказать этому сидящему генералу за столом, который жует жвачку, засыпает на ходу, сказать: все, пизда, они рядом, у них план отрезать, Крым, и они планомерно ухуривают. С известным Z-блогером Гольманом согласен и не менее известный перебежчик Алексей Арестович. Уважаемые крымчане, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее, потому что скоро это физически будет сложно сделать. Топливный коллапс в России охватил даже регионы, в которых добывают нефть. На заправках в Ханты-Мансийском автономном округе теперь отпускают не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. Похожие ограничения появились и в соседних добывающих регионах. О лимитах сообщают водители из Томской области и Тюмени, которую часто называют нефтегазовой столицей России. В других частях страны эмоции в очередях уже зашкаливают, а отношения начинают выяснять с помощью кулаков. А вот российские СМИ дают практические советы согражданам. Питерская Фонтанка вышла вот с таким заголовком. Отсосите. Рассказываем, как безопасно перелить топливо из бензобака в канистру. Главное правило – не глотать. Правда, после того, как скриншот разлетелся по соцсетям, название статьи немножко отредактировали. Путина опять надули, но говорит об этом не сам хозяин Кремля, а его главный дипломат. Спустя почти год после визита московской делегации в Анкоридж Сергей Лавров начал подозревать что-то неладное. Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось. Посетовал Лавров и на то, что за прошедшее после той встречи время администрация Трампа докинула новых санкций к старым ограничениям, введенным еще Байденом. В общем, в духе Анкориджа глава российского МИДа унюхал новые нюансы. И, похоже, Лавров не ошибается. Как сообщает Киев Индепендент, Трамп, который когда-то заявлял Зеленскому, что у того нет карт, теперь советует ему быть жестче с Путиным. По данным источников издания, президент США в недавнем частном разговоре призвал украинского коллегу действовать против России смелее. В странах Балтии все чаще говорят не о том, нападет ли Россия, а о том, каким будет следующий удар. И речь не обязательно о танках или ракетах. Любимый телеканал Трампа Fox News цитирует представителей разведки Латвии.
Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши. Речь идет не об обычной войне, поскольку сейчас Россия к этому не способна, а о гибридных атаках с использованием ракет, беспилотников или других средств, призванных послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас появятся собственные проблемы. Больше всего в латвийской разведке опасаются системы принятия решений в Кремле. По мнению собеседников Fox News, российские чиновники и силовики говорят Путину то, что он хочет услышать, а это создает опасный замкнутый круг. Кстати, именно в Латвии при странных обстоятельствах умер личный враг Путина. В Риге не стало журналиста Григория Нехорошего. В 2008 году именно он, будучи главным редактором газеты «Московский корреспондент», опубликовал материал о романе хозяина Кремля с Алиной Кабаевой. Это, конечно, это очень тяжело вспоминать на самом деле, потому что кроме увольнения там, были там и допросы. В общем, я до сих пор так не знаю, кто меня допрашивал, ФСО или ФСБ. Позже Нехорошев был вынужден покинуть Россию. Последние 11 лет он жил в Латвии в статусе политического беженца. За свою карьеру он работал в русской службе BBC, Мегаполис Экспрессе, журнале «Лица» и других известных изданиях. Григорию Нехорошеву было 69 лет, но умер он необычной смертью. По утверждению блогера Божены Рынской, он отравился ложными опятами. Это произошло всего через несколько дней после того, как в Польше был расстрелян другой враг Путина, карикатурист Семен Скрипецкий. Вот такое совпадение. Важные новости с самого тяжелого участка фронта из Константиновки. Этому городу совсем недавно предрекали скорую сдачу независимые аналитики, но ситуация там, похоже, изменилась. Временно исполняющий обязанности заместителя командира 19-го армейского корпуса ВСУ Юрий Мадьяр в эфире «Суспильное студио» сделал оптимистичное заявление о положении защитников. У врагов ситуация иная. Они бегают деморализованы, но есть еще те, кто пытается отстреливаться. На юге Константиновки уже минимум военнослужащих противника, мы их там зачистили. Сейчас начинаем проводить некоторые операции с целью уничтожения военнослужащих противника в самой Константиновке, в центральной и западной частях. Их немного, мы знаем, где они находятся. Константиновка остается одной из ключевых целей российского наступления в Донецкой области. Еще 2 недели назад в СМИ появлялись нерадужные прогнозы о возможной потере города к концу лета. Совсем иначе видится ситуация из Кремля. Наши ребята сейчас добирают практически на Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. По его мнению, и на других направлениях инициатива остается за российской армией. Ребята наши поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Такие заявления прозвучали на встрече с выпускниками военных вузов. Но, похоже, все-таки иногда Владимир Путин заглядывает не только в папочки с отчетами Генштаба, но и выглядывает в окно. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Раскачать общество. В завершение встречи Путин распил шампанского с выпускниками, правда, в этот раз троекратно кричать «Ура!» почему-то не стал. С праздником, с окончанием. Новый поворот в нарастающем напряжении между Киевом и Варшавой. Стало известно, что Зеленский отменил поездку в Гданьск на международную конференцию по восстановлению Украины. Делегацию страны возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом сообщила она сама. Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания. Украина уважает своих партнеров, и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество. Решение принято на фоне нового витка напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой. На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, что вызвало большой резонанс по обе стороны границ.
Россияне накопили рекордную задолженность по налогам. По состоянию на апрель общая сумма долга физических и юридических лиц достигала почти 4 триллионов рублей, увеличившись за год примерно на треть. Но есть в стране те, кто наоборот получает от государства щедрые подарки. Как обратила внимание «Новая газета Европа», самым крупным получателем грантов от президентского фонда Путина оказались структуры, связанные с родственниками Алины Кабаевой. Почти 60 миллионов рублей получил фонд «Царско-сельский вокзал», в попечительский совет которого входит мать Алины, Людмила. Но уважил фонд Путина не только структуру своей неформальной тещи. 37,5 миллионов рублей получил проект «Мы вместе. Спорт. Наставник» Паралимпийского комитета России. В его руководство входят авторитетные товарищи из Подольской ОПГ. Как пишет издание, первым вице-президентом комитета является депутат Госдумы Борис Иванюженко, в прошлом известный как Ротан. А попечительский совет возглавляет основатель группировки Сергей Лалакин по кличке Лучок. Сразу вспоминается финальная сцена фильма «Жмурки». Куда Россия катится? Европа плавится. В нескольких странах жара уже бьет рекорды, а последствия становятся все более опасными. Во Франции за последние 5 дней утонули 40 человек. Люди массово пытаются спастись от зноя у воды, пока температура в некоторых регионах приближается к отметке в 43 градуса. Власти вводят предупреждения и ограничивают работу отдельных учреждений. Не легче и в других странах. В Испании столбики термометров местами поднялись выше 45 градусов. В Италии объявлен максимальный уровень тревоги сразу в нескольких городах. А в Великобритании синоптики предупреждают о возможном новом июньском рекорде жары. Метеорологи объясняют происходящее так называемым тепловым куполом, который удерживает раскаленный воздух над Европой. И такие экстремальные волны жары становятся все более частыми. И это уже не аномалия, а новая реальность. Владимир Владимирович, вас боятся. Россияне опять записывают обращение к Путину, только в отличие от Виктории Бони, которая несколько месяцев назад утверждала, что хозяина Кремля все уважают. Теперь звучат совсем иные речи. Вы вор-убийца. Вы нашу страну всю разрушили. В 2-минутном монологе россиянка потребовала от Путина уйти в отставку, обвинив его в разрушении России. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Как по-вашему, кто ближе к истине, Боня или вот эта россиянка? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся вечером.